from my mind, друзья, вы на канале Blood Red Phoenix, с вами Ванфорд Blood, и у нас обещанный гайд по кистям. Будет он в очень интересном формате, я разделю его на два видео. В первом мы вместе с MINIAC, то есть я сейчас буду смотреть это видео в формате реакций. Полностью я его не смотрел, так только как бы, поглядел, о чем там примерно. Вот, и то давно. Вот, то есть я сейчас в формате реакций буду смотреть его гайд по уходу за кистями и добавлять какие-то свои советы. Соответственно, во второй части мы уже обязательно с вами рассмотрим, какие у меня есть кисти, что я вам могу посоветовать, какими лучше пользоваться и для чего. Вот. Возможно, будет и третья часть, если второй выпуск слишком затянется. Ну что ж, поехали. Hi, I'm Scott, the Miniature Maniac, and today we're talking about taking care of your brushes. Stick around for the end of the episode, we have a special announcement. What up, Mini family? Brushes can be expensive and also pretty easy to ruin if mishandled. Today we're going to talk about some preventative and remedial steps that you can take to keep your brushes in tip-top shape. Ну вот он прав. Кисти бывают дорогие, за некоторыми действительно требуется огромный уход. Такой основательный уход. То есть особенно если это реально дорогущая натуральная кисть. Вот. О конкретно синтетике и натуральном мы поговорим во второй части, я упомяну этот вопрос обязательно. Вот. Но сейчас же, опять же, повторюсь, мы будем именно ухаживать за ними, то есть смотреть его советы, что он посоветует, и я добавлю что-то свое. Good night, little buddy. Thanks, Dad. Will you read me a bedtime story? You're 35. Oh, I guess you have a point. Tip number 1. Only drag your brush, never push it. Dragging the brush maintains the natural shape of the bristles, whereas pushing it... Ну, короче, здесь он советует первым делом никогда не дави на кисть, только аккуратно крась. Это, кстати, касается и работы в палитре, особенно во влажной. Не надо сильно возить, а то у вас от бумаги для запекания будет попадать ворс, и все, трындец, типа, вы можете запороть палитру. Вот. А если не заметите, так и вовсе запороть миниатюру. Spreads them out and can lead to paint getting in the ferrule of your brush. Ну да, еще это вредит кисти. Tip number 2. Only put paint in the top 50% of the bristles. Don't you know that bleached tips are... Здесь он советует полностью кисточку в краске не пачкать. Но как же тогда, спросите вы, размешивать, собственно, в палитре? Допустим, я не давлю, да, но все равно, что надо как-то размешать, вся кисть испачкается. На самом деле, тут вам помогут либо старые говнокисти, либо кисти, которые вам просто не жалко, или же просто задним концом кисточки, особенно если вы работаете не с влажной палитрой, а с обычной. Totally a thing of the past. I guess I didn't know I should. He's right, you know. Who are you? What we're trying to avoid is getting paint into the ferrule of our brush. And the reason why we're doing that is because inside the ferrule there is glue, and that's the only thing that's keeping our brush bristles together. We want to avoid getting paint and water inside that ferrule, potentially breaking down that glue and then misshaping our brush. The reason you have to stay at approximately halfway down the bristles is because over time your wet brush will wick some of that paint into the ferrule. And the closer you are to the ferrule, the less working time you have with the brush. And this leads us perfectly into tip number 3. It's like I have a script written for this or something. Tip number 3. Rinse out your brush at regular intervals. Due to the moisture in your brush drawing the pigmentation up towards the ferrule, it's a... Ну, тут в третьем совете он посоветовал, что почаще мыть кисть, чтобы краска на ней не засыхала, не оставалась. Good idea to rinse your brush maybe once every 2 to 3 minutes. Tip number 4. Do not store your brushes tip down in water. What are you doing? Ни в коем случае не оставляем кисти в воде. В принципе, как показывает практика, я иногда этим грешу, и на самом деле не всегда от этого кисти портятся. Скажем так, от этого портятся хорошие, тонкие, маленькие кисти. Если же у вас есть какие-нибудь типа мягких кистей, типа вот, например, да, таких, которые в принципе бесформенные сами по себе, то с ними ничего не случится. С засранными уже, которые вам не жалко, синтетическими кистями. Кисть для драйбраша, наоборот, стоит оставлять, чтобы она как раз отмокла и типа обмылась. Вот. Тут как бы все тонкости, об этом, возможно, еще поговорю.
Но на самом деле лучше не оставлять ничего, кроме кистей, которых вам не жалко, и драйбрашевых жестких щетинистых кистей. The water will harm the glue inside the ferrule over time, and also the bristles bending against the side of your cup will misshape your brush. Try to store your brushes vertically and not horizontally on your desk surface, perhaps. This way, if there is excess не вертикально, а наоборот горизонтально их хранить там в коробочках и так далее. Но на самом деле это ересь, с ним ничего не случится, особенно как мы рассмотрим дальше, если вы пользуетесь восстановителем для кистей. Сила притяжения не настолько велика, чтобы испортить вашу кисть. Не, вообще в этом есть смысл, типа вода затекает в кисточку, распушает ее, но в принципе если вы хорошо ее просушиваете, да, и сначала высушиваете горизонтально, то потом их можно ставить и ничего с ним не случится. Но и опять же, особенно если вы пользуетесь восстановителем для кистей. In your bristles, it'll evaporate off or drip off of the side, as opposed to dripping down into the ferrule and potentially degrading that glue a little bit. Tip number 5. This step is a bit of a remedial step and also a preventative step. Consider using brush soap at regular intervals in between your painting projects. Тут он рассказывает про какое-то мыло для кистей, я, если честно, до него пока не дошел, но, судя по всему, это хорошая штука, которая отмоет кисть от всей краски, от всей воды, которая в ней, может, скопилась, вот, и подготовит ее, как бы, в первозданный вид. Вот, для следующего проекта. Time to put on my moisturizer. Oh, that feels real nice. Yes. I have a little puck of Masterson's brush soap that I use to clean my brushes in between projects. So, after I finish a unit or after I finish a big display piece, I'll wash the brushes that I use to get ready for the next project. I use lukewarm water, swish the brush around in the soap, and use my thumbnail to scrape around the very edge of the bristles to dislodge any paint that may have dried by the ferrule. Там, я не знаю, ацетон, который, кстати, по-моему, убивает синтетику, я, если честно, не пробовал. Ни разу, кстати, кисти не оттирал ничем. Вот. Как правило, если они у меня засирались, то совсем говно. Вот. Но, наверное, есть, да, есть специальные всякие средства, которые отмывают кисти, можете приобрести, почекать. Вот. Но, опять же, говорю, это мыло, это совсем уж прям для тех, кто, ну, кто прям совсем хочет заморочиться и прям вот очищать ее после каждой работы, кто прям хочет вообще идеальный. Ну, я говорю, в этом особо смысла нет, на самом деле, как мне кажется. Я, может, как-нибудь дойду, попробую, но... I like to get soap all over the bristles, so I fan it out and massage it in. While I'm cleaning this brush, why don't you consider subscribing? It costs nothing and it also raises my ego a ton, because Lord knows I need a more inflated ego. I then rinse out the brush and then apply a little bit more brush soap to the bristles to use it as a conditioner, and this also helps shape the brush. Tip number 6. Use brush caps. This is a простой совет, просто не забывайте, не просирайте колпачки, как я частенько бывает. Прям вот, когда снимаете его, сделайте себе специальную какую-нибудь коробочку, ячейку, куда вы их будете складывать, потому что они постоянно проебываются. Pretty simple one. Most brushes come with them. When you're done using a brush, put the cap back on. It protects from forgetfulness and other mistakes. Now, on to our final tip. If your brush is starting to get super gnarly and brush soap isn't really helping you at all, consider using a brush restorer. Он как раз говорит, что если мыло не помогает, используйте восстановитель для кистей. Вот такая вот шняга. Купил себе, а в чем ее суть? Она какая-то там то ли на восковой основе, то ли что-то еще. Ну, когда, знаете, покупаете кисть, она такая довольно жесткая. Это вот, ну, их, чтобы они сохраняли форму перед продажей, соответственно, в этой штуке обрабатывают. Ну, то есть просто окунают. Вот, эта штука, в принципе, не оттирает кисти, повторюсь. Нужно специально либо растворителем каким-то подбирать, которые не будут вредить вашей кисточке, либо специальные покупать. Эта штука именно форму им придает, форму возвращает. Like this one from Winsor & Newton. I store a portion of it in a little dropper bottle and then take the nib off and jam 2 to 3 brushes in at a time and leave it in for a few hours. I push it down just far enough for the end of the bristles to be right under the liquid. I then take it out, remove any large chunks of acrylic that were dislodged by the... Соответственно, немного оставляем, держим, ну и потом придаем ей форму, кладем, чтобы она высохла. Ну а дальше уже можно вертикально хранить или как душа пожелает. Restore and reshape the brush with some brush soap. This liquid is somewhat corrosive and it only works on natural hair bristle brushes.
If you use a synthetic brush, you're gonna have a bad time. So make sure you have the right brushes if you decide to use this product. Это довольно важный момент. Он говорит, что эта штука работает, ну, в плане типа оттирает от краски именно. То есть работает немного как растворитель, только с натуральными кистями. В этом есть смысл. Вот, но он прям критически изъясняется о том, что, мол, с синтетическими кистями это не прокает. Ну, она, в принципе-то, не столько для этого создана. Она создана, чтобы выпрямлять, придавать им исходную форму. Так что, если у вас не сильно засранная та же синтетическая кисть, да, опять же, повторюсь, можно ее сначала очистить специальными растворителями, вот, она ее тоже восстановит, как бы все нормально. Но если только не совсем говносинтетика или щетина. Thanks for checking out my video. If you liked it, give it a thumbs up. If you want to support the channel, I sell t-shirts and stickers on my Redbubble account. I also have an Amazon affiliate link for all your Amazon shopping needs, all things linked below. Subscribe or die, and most importantly, don't forget to... Warning, this next part's going to be loud. Ну, надеюсь, всю эту тему открыл. Я думаю, видос переводить нет смысла. Я как бы все озвучил, что он сказал. В принципе, бонус, если вы знаете английский, но как бы Самсон на переозвучку я отправлять не буду, поскольку я все здесь донес. Свои комментарии добавил. Надеюсь, это видео вам понравилось. В следующей части мы уже рассмотрим мой став, мои кисти. Я вам все расскажу о том, как я пользуюсь, как может еще что-то по поводу ухода будет. Вот. Но в следующей части, возможно, еще одна часть будет, не знаю, на 3 части вдруг затянется. Мы, соответственно, будем уже четко смотреть, что для чего надо, какие кисти брать, какие не брать. Немного поговорю о фирмах, о масштабах, на самом деле очень много тонких моментов. Короче, ждите видос, подписывайтесь, колокольчик ставьте, чтобы не пропускать обязательно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.